Озеро Баскунчак находится на юге России, в Ахтубинском районе Астраханской области, расположено рядом с Богдинско-Баскунчакским заповедником. Озеро Баскунчак – это не просто еще одно природное соляное озеро. Это уникальное место, поражающее своей красотой, загадочностью и значимостью для окружающей природы. Площадь озера составляет 106 квадратных километров, и оно имеет размеры 18 на 13 километров. Уровень солености озера 300 промилле. Это почти как соленость Мертвого моря, которая составляет 310 промилле. А, например, средняя соленость Мирового океана около 35 промилле. То есть соленость озера превышает соленость морской воды практически в 9 раз. По химическому составу воды Мертвого моря и Баскунчака различаются. Но в баскунчакской соли практически нет примесей, и она на 98% состоит из чистого хлорида натрия. Находясь здесь, нужно обязательно посетить гору Большое Богдо, которая находится в Богдинско-Баскунчакском заповеднике рядом с Солончаком. Туда можно доехать на машине до пропускного пункта, и если заплатить помимо билетов еще за автомобиль, то можно проехать и дальше, практически до горы Большое Богдо, а дальше уже подняться пешком на смотровую площадку, откуда открываются интересные виды на Солончак. Каждое лето поверхность озера покрывается белыми корками соли, что создает невероятный вид и привлекает множество туристов и фотографов. Его флора насчитывает больше 500 видов растений и 225 видов птиц. Посещение озера Баскунчак представляет интерес для любителей природы и экотуризма, а окружающее озеро Баскунчак пейзажи поражает своим разнообразием и красотой. Соленые степи, песчаные дюны, множество видов растений – все это создает неповторимую картину дикой природы. Название Баскунчак тюркское и переводится как «собачья голова», и с этим связана одна легенда. Если вкратце, то как-то давным-давно озеро обмелело так, что путник на лошади с собакой решил пересечь его прямо посередине. И путник на лошади прошли озеро, а собака изранила ноги и осталась в озере. Потом пришли дожди, и вода поднялась, а собака так и осталась в озере. С тех пор в бурную погоду из-за бушующих волн часто появляется голова собаки, которую мог видеть каждый, кто находился вблизи озера. Еще с 8 века здесь добывали соль и отправляли ее по шелковому пути. Первое упоминание озера Баскунчак официально упоминается в XVI веке в книге Большого чертежа, в первом географическом описании России как место, где ломают соль, как чистый лед. Почему сюда стоит съездить? Здесь вы сможете насладиться прогулками по солевым равнинам, попробовать натуральную соль и даже погрузиться в озеро, чтобы ощутить его целебные свойства. Это место оставит незабываемое впечатление и подарит вам много положительных эмоций.